Уфа. Один из самых опасных городов на просторах пустоши. Нет, его не оккупировала одна из группировок, кое хватает в наши тяжелые времена. В нем завелось кое-что похуже. Пчелы. Обычно чудовищная доза радиации жирает живое существо за считанные дни, но, видимо, этим тварям и об этом не сказали. Последние 8 месяцев я торчал здесь. Следил за популяцией, отстреливал с товарищами все, что могло выйти за пределы города. Но 2 дня назад ни с того ни с сего меня выдергивают с базы и командируют за каким-то там грузом. Нет у нас, мол, знахарь свободных людей. А ты, товарищ опытный, тебя отправить надежнее будет. Да и вообще, с начальством спорить, только карьеру портить. Ни что забрать, ни у кого спрашивать указаний не было. Так что в Баку я отправился в прямом смысле хрен знает зачем. Путь предстоял не близкий, а времени на выполнение задачи было отведено жалкие 2 недели. В спешке собравшись и водрузив зад на железного коня, я начал свой поход в неизвестность. Осознание пришло с первыми щелчками дозиметра. Собираясь в тур по радиоактивной пустоши, я совсем забыл о самом главном – химзащите. Такие ошибки могут стоить жизни, но благо поблизости был город с нетронутой воинской частью. Обрыскав здание складом, мне удалось найти столь необходимый предмет выживания. Наспех переодевшись, я поспешил убраться как можно дальше, ведь фон так и зашкаливал. А использовать причинное место в качестве фонарика пока не входит в список моих желаний. Как обычно бывает, по закону подлости, не успел я даже удалиться от города, как на меня напала местная шайка бандитов. Бой получился бы неравный в любом случае, а учитывая то, что свою шкурку я сменил на химзу, шансы выжить стремительно приближались к нулю. К моей удаче и, соответственно, неудаче горе-бандитов, место засады они выбрали неудачное, так что мне удалось занять довольно удобную огневую позицию, с которой я помножил на 0 уже самих бандитов. Конечно, не обошлось и без потерь с моей стороны. Пару пуль пролетело совсем уж близко, а одна из них, хоть и прошла по касательной, все-таки достигла адресата. Дабы не присоединиться к товарищам-жмурикам, пришлось зализывать раны в ближайшем лесу. Следующие несколько дней прошли без инцидентов. Так что в какой-то момент мне даже стало нравиться мое задание. А что? Я и до БП любил путешествовать вот так, на мотоцикле, будучи наедине с дорогой. Только вот теперь вокруг не живописные красоты, а одна лишь выжженная пустошь. От тягостных мыслей отвлек замаячивший вдали город. Запас топлива медленно иссякал, так что нельзя было упускать возможность его пополнить. За несколько часов поисков ничего ценного найти не удалось, зато повстречал некоего деда Егора. Пожилой выживальщик искал аспирин для устранения последствий недавней попойки. Перекинулся с ним парой слов, да отправился за город с целью устроить привал. Фон в чаще был довольно высок, поэтому расположился прямо на обочине, предварительно собрав хворост в безжизненном лесу. По словам деда Егора, подступы к городу Кочубей, как и сам город, держит под контролем одна из местных группировок. Так что обходной путь – единственный вариант добраться до Баку живым и невредимым. Прорываться через мародеров я бы не стал в любом случае. Вот только теперь остро вставал вопрос топлива. Если этим не озаботиться в ближайшее время, то обратный путь мне уже не осилить. Махачкала встретила группой бандитов наподобие той, что подловила меня в начале пути. Вот только в этот раз я был готов к подобным поворотам судьбы. Даже немного жаль этих ребят. Наскоро обшарив хладные трупы и собрав все ценное, отправился разбивать лагерь. Дагестанские огни дали некоторую уверенность в удачном завершении моего задания. Ведь там я нашел целую заправку. Это значит, что какое-то время мне не придется обыскивать каждый встречный город на наличие топлива. Но радость находки омрачили последующие несколько часов. Петляющая дорога была тем еще испытанием. Время и близкое расположение водоемов не пощадили асфальтное покрытие, сделав его непригодным для езды. То и дело приходилось искать объезды, а иной раз и вовсе вытаскивать железного коня из воды. И вот, наконец-то до цели моего путешествия оставалось буквально пара километров. Привлекать внимание категорически не хотелось, так что мысль оставить байк и пройтись пешком не вызывала отторжения. Жаль только то, что она пришла после того, как меня засек патруль. Бой прошел гладко. Видимо, местные дают оружие всем, кто знает, с какой стороны вылетает пуля, не заморачиваясь такими вещами, как банальные тренировки. Что ж, мне же лучше.
Ну, надеюсь, я вас заинтриговал и вам понравился такой формат видео. А если вы хотите увидеть продолжение, то давайте наберем на этом ролике хотя бы 1000 просмотров. И да, отдельное спасибо героическому мужчине, который подкинул идею для ролика. И на этом все. Всем удачи и до скорых встреч.